Очень хочется представить свой опыт, потому что он действительно есть, и он уже отлажен. Что я хочу сказать? К сожалению, наверное, как и у всех, в Беларуси количество детей с особенностями в развитии ежегодно возрастает. И, конечно, практически 10% из них имеют тяжелую форму инвалидности. Если говорить непосредственно о Брестской области, то у нас практически 19,5 тысяч таких ребят в банке данных. И они составляют около 6% от общего количества детского населения Брестской области. В нашей республике создана разветвленная сеть структур и учреждений специального образования. Но мы стремимся, чтобы максимально дети были включены в образовательную интеграцию. И на сегодняшний день более 80% детей, у которых есть особенности в развитии, они обучаются в условиях образовательной интеграции. Что это такое? Это интегрированные классы, это пункты коррекционно-педагогической помощи на базе учреждений общего среднего образования. Такая же сеть у нас создана и на базе дошкольных учреждений. Не исключено, есть у нас и учреждения специального образования, потому что мы считаем, что нужно дать право выбора формы организации образовательного процесса и для родителей, но и для детей, конечно же, потому что есть, к сожалению, социальные сироты. И это большая проблема устроить их, детей с тяжелыми нарушениями в развитии, устроить в семью. Это проблема, над которой мы тоже работаем. Надо сказать, что у нас на государственном уровне принято достаточно большое количество нормативных правовых актов, которые как раз-таки защищают права детей с особенностями психофизического развития и нацелены на интеграцию и на инклюзию этих детей в общество. Вот в частности, у нас работает сейчас государственная программа образования и молодежная политика. И две главные задачи, которые посвящены как раз-таки системе специального образования, это раннее выявление детей с особенностями в развитии, раннее начало коррекционной работы с ними. И вторая задача – это максимальный охват интегрированными и инклюзивными формами образования детей с особенностями в развитии. В республике принята концепция развития инклюзивного образования, она успешно реализуется. Это, так скажем, одна образовательная сторона. А вот другая сторона, которую мы считаем не менее важной, это формирование инклюзивной культуры у участников образовательного процесса и вообще у всех членов сообщества. Непосредственно в Брестской области мы работаем над такой проблемой, и у нас, надо сказать, получается ее решать постепенно, поэтапно. Мы работаем над формированием инклюзивной культуры у управленцев, потому что педагоги, они понимают, что они делают. Руководители учреждений образования, даже если кто-то и не совсем где-то в глубине души хотел бы, чтобы у него в школе были особенные дети, но они вынуждены это сделать, потому что Кодекс Республики Беларусь и целый раздел системы специального образования, он обязывает это сделать. У нас родители не идут в суды, не идут выяснять отношения, потому что у нас все законно, есть ребенок и созданы условия для его обучения. Поэтому очень важно, чтобы было сформировано толерантное отношение, инклюзивная культура как раз-таки у управленцев, от которых зависит создание условий для этих детей, создание той среды вне школы. И второе мероприятие, оно посвящено как раз-таки в развитию социальной инклюзии. Это наш традиционный творческий инклюзивный фестиваль «Вместе мы сможем больше», куда мы стараемся ежегодно привлечь максимальное количество спонсоров, и задачу ставим такую. Мы не обращаемся к одним и тем же людям, потому что, как правило, те, кто пришел, они уже на следующий раз сами приходят. Но задача наша состоит в том, чтобы привлечь максимально большое количество новых людей, для того, чтобы они посмотрели, убедились, насколько талантливы дети, у которых есть даже тяжелая форма инвалидности. Работаем мы со СМИ. Это тоже не всегда получается сразу. Работаем над, наверное,
некоторыми понятиями, которые они тоже должны вкладывать в свои видеоролики новостные, для того, чтобы речью, может быть, взглядом, может быть, подловить камерой именно то, что покажет, в чем заключается талант этих детей. Мы говорили о том, что как раз отличие, оно познается не в сравнении, а в похожести, да? И мы стараемся максимально показать, донести через средства массовой информации до нашего сообщества, до населения, как раз-таки ту тему, в которой вот красной нитью проходит, что у детей с особенностями в развитии у них безграничные возможности. Я приглашаю посмотреть видеоролик. Областной семинар-тренинг по формированию инклюзивной культуры «Одна школа для всех» или «Что такое инклюзивное образование» прошел в средней школе номер 13. Участие в нем приняли руководители общего среднего образования Брещины. Количество детей с особенностями психофизического развития возрастает. В этом году в Брестской области проживает, обучается, получает коррекционно-педагогическую помощь 19 248 ребят. Это на 900 детей больше, чем в прошлом году. Для того, чтобы все мальчики и девочки были охвачены всевозможными формами организации образовательного процесса, ранней комплексной помощи, у нас в области существует и успешно функционирует развитая сеть структур и учреждений специального образования. 13-я школа не случайно выбрана местом проведения семинара. Она давно работает в этой теме. В нашей республике, в нашей Брестской области сделано уже достаточно много действенных шагов, и 86% детей, у которых есть особенности в развитии, они обучаются в условиях интеграции. Переход от интеграции к инклюзии, я думаю, что он будет плавным, потому что педагоги знают особенности ребят. Ребята с особенностями в развитии, они не новы для общеобразовательных школ. На современном этапе в нашей стране уделяется большое внимание индивидуализации обучения, исследуются всевозможные пути достижения результативности. Система образования сегодня рассматривает общеобразовательную школу как школу для всех, открытую для каждого ребенка в соответствии с его потребностями, интересами и возможностями. Инклюзивное образование старается разработать подход к преподаванию и обучению, разрушить негативные социальные стереотипы и дискриминацию. Есть такие моменты, на которые хотелось бы больше сакцентировать внимание. Нам хотелось бы больше посвятить руководителей учреждений, потому что с детьми в большей мере работают все-таки рядовые педагоги. А любая школа, любое дошкольное учреждение инклюзивны в том числе, если инклюзивны их руководители. И вот сегодня наше мероприятие как раз-таки посвящено вопросам создания инклюзивного пространства в учреждении общего среднего образования. Участники семинара ознакомились с основными идеями, принципами инклюзивного образования, с отличиями интегрированного обучения и воспитания и инклюзивного образования. В ходе практической работы в группах педагоги примеряли на себя роль учеников инклюзивного класса. Очень важно, когда на наши такие масштабные областные мероприятия инклюзивного плана посещают эти мероприятия руководство области. И не просто посещает, а когда говорит достаточно разумные вещи. И я считаю, что когда руководитель области понимает, что, конечно, можно обучаться и на дому, но в коллективе-то лучше, но это дорогого стоит. И хочу сказать, что вот наши инклюзивные фестивали, они набирают размах, они приобретают статус международных фестивалей. И я хочу предложить вот еще небольшой, там буквально 3 минуты видеоролик, где у нас были гости с Украины. Пожалуйста.
Система специального образования в Беларуси стремится к максимальной инклюзии, иными словами, к реальному включению людей с инвалидностью в активную общественную жизнь. Реализуется немало проектов и инициатив. Яркий пример – Брестский областной инклюзивный фестиваль детского творчества «Вместе мы сможем больше». Он состоялся накануне в городе над Бугом уже в 8-й раз и по традиции посвящен Международному дню защиты детей. Хочется особо отметить, эта история не про жалость. Это история о том, когда само собой забывается слово «особенный». Как всегда, масштабно и ярко начали свою работу несколько интерактивных площадок. Сделать снимок на память зеркальным человеком, позабавиться с компанией аниматоров, клоунов, больших ростовых кукол, нанести аквагрим, самостоятельно сделать гравюру на стекле и даже подтянуть иностранный язык. Все это для детей, имеющих проблемы со здоровьем, и взрослых, которые объединяются и делают добрые дела, чтобы ребята хотя бы на время забыли о своих недугах. Только вместе действительно можно сделать больше. Излишнего внимания к этой теме в принципе быть не может. Каждый ребенок требует повышенного внимания в обществе, которое претендует на звание цивилизованного. А если ребенок на сегодняшний день имеет еще какие-то проблемы, то это внимание должно быть удвоено, утроено, удесятерено. Поэтому ни одно слово, ни одно действие, ни один рубль, как бы это ни звучало, сегодня не будет лишним и не будет каким-то формальным поводом для того, чтобы сказать: вот мы приняли участие. Любое действие будет восприниматься только с благодарностью в умах, сердцах наших деток. В этом году у нас всего 470 участников, и порядка 250 – это дети с особенностями психофизического развития. Поэтому, наверное, такое процентное соотношение говорит о том, что все-таки вместе мы сможем больше. Пока работа всех интерактивных площадок в холле ЦМТ в буквальном смысле кипела, сильное волнение испытывали за кулисами сцены гости из Украины. Они впервые на фестивале. Для них это событие особенное, еще и потому, что нужно выступить первыми в репертуаре танец. Коллектив у нас тоже инклюзивный. Есть детки с синдромами, молодые люди, есть их братики, сестрички, то есть коллектив такой разноплановый. Это очень важно, потому что дети должны включаться в общество, должны общаться между собой. И это мы считаем, что очень хорошо, что проводятся именно такие инклюзивные фестивали. Под светом софитов, прицелом камер и взглядами зрителей те, кто обычно остается в тени. Вместе с обычными детьми особенные актеры. У них разные диагнозы, истории и судьбы, но есть то, что объединяет – нежелание мириться с жизненными обстоятельствами и бездействовать. Ребята с ограниченными возможностями, но безграничным талантом приехали со всей Брестской области. Мне вообще очень нравится участвовать в фестивалях. И сегодня тоже, и думаю, что будет сегодня очень весело. Наверное, и душу открыть, и зрителя повеселить. Тебе нравится участвовать в таких фестивалях? Да. А еще раз расскажи, чем будешь удивлять сегодня зрителей? Тянет. В фестивале «Вместе мы сможем больше» признан показать. Дети с особенностями в развитии могут жить полноценной жизнью. Есть другая цель – побудить общество не оставаться безучастным. Привлекая внимание к фестивалю, говорить во всеуслышание о том, что нужно делать, чтобы особенные дети не чувствовали себя обделенными. Их возможности сегодня принято называть ограниченными, но на самом деле они безграничны. И нужна им сегодня не столько помощь, сколько понимание и признание. Виктория Сащенко, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Что это не только социальная инклюзия наша заключается в проведении таких творческих фестивалей. Работа проводится плановая, системная, которая охватывает абсолютно все области. Это и адаптивный спорт. У нас в республике проводится такой замечательный конкурс по развитию двигательной активности детей с тяжелыми множественными нарушениями. Он называется «Усе разом», или «Все вместе», да, на русском языке. Да, значит, он тоже республиканский конкурс, но свое не продолжение, а начало он находит в регионах и потом уже проходит республиканский этап. Этот
конкурс, он, знаете, чем интересен? Тем, что сюда привлекается огромное количество волонтеров. Это студенты, это учащиеся учреждений профессионального образования. И, как правило, мы этот конкурс проводим на базе университетов. И не обязательно, чтобы там были педагогические факультеты. К каждому ребенку дается волонтер, так, наверное, можно сказать. Да, представлен волонтер, не очень красиво будет сказано, но тем не менее, ребенок работает с волонтером. И мы обязательно после конкурса проводим некую рефлексию для того, чтобы ребята-волонтеры могли высказать свое впечатление, свои ощущения. И вы знаете, вот иногда до мурашек по коже, как ребята высказываются о том, как сначала они переживали, когда им было страшно. Это нормальные человеческие ощущения и чувства. И потом, когда они начинают взаимодействовать, мы знаем, какие вот ребята открытые, ребята с особенностями в развитии, и как они быстро привязываются, как им нужен телесный контакт, как они открываются. И потом мы видим, как вот наши волонтеры со слезами на глазах расстаются с ребятами, и всегда мы слышим один и тот же вопрос: а когда следующий конкурс? А если он будет не у нас? А можно мы тоже поедем в качестве волонтеров? Мне кажется, что это тоже такое достаточно важное достижение. И вот хочу сказать, что если мы будем проводить, может, повторюсь, вот такую системную, абсолютно по всем направлениям, в образовании, в социальной инклюзии, и вот тогда два вот этих объединяющих звена, образовательная интеграция и социальная инклюзия, они вот сольются в такой один мощный поток, в мощную реку, которая называется инклюзия. Спасибо.